Всем привет! После появления первой невероятной модели Honda CB750 с рядной четырехтактной четверкой в 1968 году, сильно отставшие японские конкуренты тут же бросились вдогонку. Кстати, кто не смотрел выпуск про все модели Honda CB Super 4, ссылка будет в описании. Первыми, кто смог составить достойную конкуренцию, стали инженеры Kawasaki, которые славились на тот момент трехцилиндровыми двухтактными моторами. Они выкатили абсолютно новый Z1 900 в 1972 году. Этой моделью был дан старт сейчас уже знаменитой на весь мир Z-серии мотоциклов. Сегодня мы с вами увидим, как менялись флагманские модели этой серии за 50 с лишним лет производства. Чтобы сразу превзойти вездесущую Honda, в Kawasaki увеличили объем своей новинки. Z1 имел рядную четверку воздушного охлаждения объемом 903 кубических сантиметра. Отсюда и второе название Z900. Мотоцикл, естественно, получился заметно мощнее 67-сильной CB750. Двигатель Z1 выдавал 82 лошадиные силы и 73 ньютон-метра крутящего момента. В снаряженном состоянии мотоцикл весил 247 кг. Бак вмещал 18 литров топлива. Максимальная скорость составляла сумасшедшей по тем временам 220 км в час. На американском рынке модель называлась KZ900. В 1976 году был представлен Kawasaki Z1000. Здесь двигатель уже имел объем 1015 кубических сантиметров. Он выдавал в зависимости от рынка от 83 до 90 лошадиных сил и 79 ньютон-метров крутящего момента. В боевом состоянии мотоцикл весил 255 кг. Бак вмещал 16,7 литра топлива. Максимальная скорость не изменилась. Самым заметным внешним изменением стали две выхлопные трубы вместо 4. В 1978 году появляется модель Kawasaki Z1000 Z1R, которая стала первой заводской версией кафе-рейсера. Мотоцикл отличался невиданным ранее угловатым дизайном, передним обтекателем, литыми колесами, выхлопной системой уже 4 в 1 и повышенной мощностью, которая составляла 94 лошадиные силы. В угоду дизайна бак вмещал всего 13 литров топлива. В этом же году компания под всеобщий турбобум выпускает версию Kawasaki Z1R TC, о котором также был отдельный выпуск, ссылка в описании. Турбонагнетаемый двигатель выдавал уже 126 лошадиных сил, а максимальная скорость возросла до 250 км в час. Главными минусами модели стали большие турбоямы и недостаточное охлаждение турбокомпрессора, который располагался за двигателем. В 1979 году была представлена модель Kawasaki Z1000 LTD, главным отличием которой стал американский круизерный стиль тех лет. В этой версии 1015-кубовая четверка воздушного охлаждения выдавала 86 лошадиных сил и 83 ньютон-метра крутящего момента.
этом же 1979 году был представлен мега-монстр компании Kawasaki Z1300, он же KZ1300. Эта модель опять-таки стала ответом на невероятный шестицилиндровый мотоцикл Honda CBX-1000. Однако он имел двигатель объемом 1286 кубических сантиметров и использовал, в отличие от CBX-1000, жидкостную систему охлаждения. Также этот мотоцикл впервые в истории компании получает карданный привод. Максимальная мощность составляет 120 лошадиных сил и 116 ньютон-метров крутящего момента. Снаряженная масса 322 килограмма. Бак вмещает аж 27 литров топлива. В этом же году компания выпускает и Kawasaki Z1000 ST. Эти две буквы расшифровываются как карданный привод. В 80-м году выходит следующее поколение Kawasaki Z1000. Помимо внешних изменений, двигатель уменьшает свой объем до 998 кубических сантиметров. При этом он выдает 102 лошадиные силы и 93 ньютон-метра крутящего момента. В снаряженном состоянии мотоцикл весит 254 килограмма. Бак вмещает 21 литр. Максимальная скорость 210 км в час. В 1981 году была выпущена модель Kawasaki Z1100. Рядная четверка воздушного охлаждения объемом 1089 кубических сантиметров выдает 108 лошадиных сил и 95 ньютон-метров крутящего момента. В боевом состоянии мотоцикл весит 270 кг. Бак вмещает 21 литр. Максимальная скорость 230 км в час. В 1984 году Kawasaki Z1300 получает рестайлинг, главным изменением которого стал впрыск топлива, поэтому в названии появляется буковка I. Максимальная мощность возрастает до 130 лошадиных сил и 118 ньютон-метров крутящего момента. Также продавалась и туристическая версия Voyager. Мотоцикл был снят с производства в 1988 году. В этом же году была представлена гоночная реплика Kawasaki Z1100R. Эта версия отличалась небольшим передним обтекателем, черным двигателем и черной выхлопной системой. Максимальная мощность возрастает до 120 лошадиных сил и 100 ньютон-метров крутящего момента. Снаряженная масса 261 кг. Бак вмещает 20 литров топлива. Затем Z-серия была забыта и вспомнили про нее только в 2003 году, выпустив флагманский Naked Kawasaki Z1000. Сердцем мотоцикла стал двигатель от Kawasaki ZX-9R объемом 953 кубических сантиметра. В этом варианте он выдавал 127 лошадиных сил и 95 ньютон-метров крутящего момента. Снаряженная масса 221 кг. Разгон от 0 до сотни около 4 секунд. Максимальная скорость 220 км в час.
2007 году выходит второе поколение Kawasaki Z1000, которое получает новый внешний вид. Максимальная мощность снижается до 125 лошадиных сил, однако крутящий момент возрастает до 98 ньютон-метров. В 2010 году Z1000 вновь получает изменения. Это новый внешний вид, алюминиевая рама, двигатель увеличивает свой объем до 1043 кубических сантиметров, вследствие чего мощность возрастает до 138 лошадиных сил и 110 ньютон-метров крутящего момента. При сниженной массе в 218 кг от 0 до сотни Naked выстреливает за 3,5 секунды, максимальная скорость 230 км в час. В 2011 году появляется версия Sport Turista SX. Последний серьезный рестайлинг Kawasaki Z1000 перетерпевает в 2014 году, получая более агрессивный внешний вид, светодиодную оптику и увеличенную максимальную мощность двигателя до 142 лошадиных сил. Крутящий момент составляет прежние 111 ньютон-метров. С минимальными изменениями модель производилась до 2020 года, после чего покинула конвейер. В 2017 году на рынке появляется Kawasaki Z900. Сердцем Naked стал двигатель от старшего Z1000, которому уменьшили объем до 948 кубических сантиметров. В итоге двигатель стал выдавать 125 лошадиных сил и 98 ньютон-метров крутящего момента. Сниженная масса 210 кг. От 0 до сотни Z900 разгоняется за 3 секунды. Максимальная скорость 250 км в час. Эта модель с небольшими изменениями продается и сейчас. Цена в Японии 1 166 000 йен. Это $8,5 тысяч. В США мотоцикл стоит $9,5 тысяч. В 2018 году были представлены две модели в ретро-стиле, которые продаются и сегодня. Это Kawasaki Z900 RS и Kawasaki Z900 RS Cafe. Они полностью основаны на Naked, однако здесь силовая установка выдает 111 лошадиных сил и 98 ньютон-метров крутящего момента. Сниженная масса 215 кг, максимальная скорость 233 км в час. Средний заявленный расход топлива 5,2 литра на 100 км. Цена этих двух моделей на официальном сайте в Японии около $11 тысяч. Ну и заканчивает выпуск Kawasaki ZH2, который появился в 2019 году. Его особенностью является 998-кубовая рядная четверка, которая оснащается компрессором. Она выдает 200 лошадиных сил и 137 ньютон-метров крутящего момента. Сюда она переехала от Sport Turista H2 SX. Сниженная масса 241 кг. От 0 до сотни байк разгоняется около 3 секунд. Максимальная скорость 280 км в час. Средний расход топлива 6 литров на 100 км. Бак вмещает 19 литров. Официальная цена в Японии на данный момент $2 255 000 йен или $15 600.